Я приветствую всех. Приволокли мне вот такую вот штуку на ремонт. Я надеюсь, вы уже поняли, что это за дичь. Топливная рампа вместе с планкой, вместе с форсунками с Volkswagen. Это Volkswagen B3, двигатель, по-моему, 2E, если мне не изменяет память. И нужно каким-то образом нам их попробовать помыть. Не мыли эти форсунки лет это 20, вообще не трогали. Ну и сейчас на них как бы жалобы, что они работают плохо. Эта машина в основном ездит на метане, но когда переключаешь на бензин, какие-то происходят, в общем, проблемы, как-то она работает плохо. Ну и так как двигатель сейчас уже разобран, там снята головка, в общем, проблемы там с прокладкой, вот решили заняться чисткой форсунок. Снять эту топливную рампу с двигателя совсем непросто. То есть, когда у вас машина полностью собрана, и вот вы решили как-то помыть, обслужить форсунки, снять рампу не представляется возможным. Во всяком случае, я не нашел способа ее снять когда-то. Вот так выглядит она изнутри. Здесь мы видим контакты. У нас здесь всего лишь 2 контакта на все форсунки. То есть здесь получается, что все форсунки работают постоянно. Когда на них приходит команда, они пшикают все вместе, грубо говоря. Так, это отложим в сторонку. Вот так вот у нас выглядят сами форсунки, то есть сверху. Теперь они должны по всем канонам отсюда выниматься. Вот. Вот видно, что закопченное сопло, сам распылитель закопчен, резинки совсем уж дубовые, особенно резинка, которая смотрит в сторону впускного коллектора. Значит, беда заключается в том, что эти форсунки не станут на мой стенд для промывки, потому что они имеют совсем уже такую своеобразную форму. Но нужно будет все равно их как-то попробовать помыть. Но есть такие мысли. Я положу их, наверное, в какой-нибудь сосуд вместе с жидкостью промывочной. Вынимаются они, скорее всего, каким-то специальным инструментом, потому что есть под него некоторые условия, так сказать, на форсунке. Поэтому вынимаем. Саму рампу мы, конечно, помоем, отмоем, потому что на такой грязи собирать это делать нельзя. Продуем хорошенечко и надеюсь, что-то с этого получится. Здесь есть еще вот такая вот уплотнительная резинка. Она уже, конечно, превратилась в пластмассу с годами. Придумал я вот решить вот таким вот способом эту проблему. Я поставил свой стенд. Подключим пока что одну форсунку. Посмотрим сейчас, о чем нам скажет стенд. Измерение сопротивления. Давайте попробуем. Вот она ляпнула, вот она появилась. Я надеюсь, видно. 14 Ом на обмотке, и форсунка, ну, естественно, щелкнула. Поэтому мы сейчас с 3 по 6 подключим форсунки, потому что у меня первые 2 не работают. Этот стенд под 6 форсунок. И попробуем таким способом это все дело отмыть. Итак, все 4 форсунки у нас подключены. Проверяем их на сопротивление. Есть, вот за исключением вот этой последней, почему-то у нее 15 Ом. Теперь мы их сейчас определим в сосуд с жидкостью промывочной. Сейчас только нужно мне ее найти. Эта жидкость у меня бэушная. Я ее использую обычно для отмывки таких самых в общем мест. На чистовую я уже буду мыть свежей жидкостью. Это у меня так чисто, чтобы коржи позбивать, так сказать. Я думаю, этого будет достаточно. Окунаем каждую форсунку в свой стаканчик. Сообразим на 4, так сказать. Да, забыл сказать, я пользуюсь вот таким вот винсом. На мой взгляд, самая ядреная жижа, из которых я пробовал. Раньше она шла вот в такой таре. Сейчас тара выглядит немного иначе. Теперь у них вот такие вот круглые банки. Жижа, в общем-то, ничем не поменялась.
вроде бы как. Но эта жижа очень даже неплохая. Рекомендую, если будете мыть, выбирайте Винс. Вот так переставлю немножко поближе. Я надеюсь, не сильно будет бликовать панель, потому что она такая глянцевая. Ну, постараюсь комментировать. Итак, следующий у нас режим — это механика. У нас этот режим сейчас ни к чему. Почему? Потому что у нас нету акустического датчика. То есть в идеале это нужно прислонять датчик и слушать, как форсунка себя ведет именно на слух, так сказать. Поэтому выбираем другой режим. Вот, например, заполнение. Так, давления у нас никакого нет, воздуха я не подключал. Поэтому форсунки будут просто щелкать. Вот они у нас все барабанят, имитируя работу двигателя. Сейчас идет заполнение топливной рампы, как бы. Ну, это нам, в общем-то, тоже не надо. Расход не надо, продувка не надо. Ну, давайте поставим чистку. Она с большой частотой будет подавать импульсы на форсунки. И игла будет там постоянно шебуршать, так сказать. Этот тест по умолчанию длится полчаса. Можно его сделать больше, можно его сделать поменьше, по минутам. Ну, я обычно ставлю полчаса, чтобы наверняк, так сказать. Поехали. Через полчаса посмотрим, что у нас будет. Я надеюсь, на слух слышно, как они пищат. Ну, в общем, пусть валяются, пищат. Делаю я такое впервые, честно говоря, никогда такой не занимался. Volkswagen машина вроде бы и не редкая, но эти форсунки, я так думаю, еще на Газенвагене стояли. Им очень много лет. Технология древнейшая, если честно. Ну ладно, пусть моется. Посмотрим, что будет с этого. Прошло у нас полчаса, закончился у нас цикл чистки. Тем временем я немножечко поотбивал коржи с рампы. Честно говоря, отмываться она вообще никак не хочет. Но все же более-менее придали ей немножко чистый вид. Пойдет, короче говоря. Вот, видно, что с них легко теперь снимается вот этот вот налет черный. Так, вот такой вот финальный у нас результат. Ну, конечно, она стала визуально чище, но как это скажется именно на работе, узнать у нас сейчас не получится, потому что машина разобрана и ей делают двигатель. Пока длится этот ремонт, эти форсунки, собственно, до меня и добрались. Резинки, конечно, очень дубовые, но вот я не знаю, подойдут ли резинки с обычного инжектора сюда. А сейчас я вставлю фотографию. Ну, во всяком случае, распылители теперь видно стало, потому что они были совсем заросшие копотью. Работа уже на самом двигателе, уже только тогда можно будет судить, помогло это или нет. Так, по месту таких колечек найти не удалось. Пришлось мне смотаться на рынок. Вот так вот они выглядят. Они в тальке. Теперь нам нужно поснимать остальные, поставить новые резиночки. Можно немножко промазать колечки, чтобы они там у нас совсем уж не завернулись.